Ты хочешь поднять 10 КД, а может быть 15 или даже 20, или все 30 КД? Ну ладно, насчет 30 перегнул, наверное. Вы на канале Dangel PUBG, и в этом видео я хочу рассказать тебе о самых главных ошибках игроков, о которых вы, скорее всего, даже не догадываетесь. И давай мы с тобой договоримся. Я начну с самых распространенных ошибок и закончу с самыми неочевидными. А с тебя лайк и подписка, если помогу. Договорились? Ну а мы поехали. И да, самое важное. Я хочу, чтобы вы каждый для себя ответили, зачем вам вообще нужно поднять КД. Ну что ж, каждый для себя ответил. Можете даже поделиться в комментариях, для чего вы поднимаете КД. Ну а мы начинаем с нашей первой ошибки. И это моментальное добивание. Ну, это, конечно, не касается серьезных турниров, в которых за добивание дают очки, поинты, и там добить крайне важно. Речь касается обычных каток, паблика. Я понимаю, что для игроков это психологический эффект, когда нужно добить, чтобы получить килл и поднять свое КД. Но, ребята, не всегда это так работает. Зачастую это может стать роковой ошибкой. Я думаю, это для всех очевидный факт, но все равно объясню. К примеру, у меня есть друг, который любит постоянно сразу добить после нока, и частенько мы проебываем из-за этого, потому что его в этот момент нокают тиммейты соперника. Да и вообще, зачем сразу добивать? В видосах Фейдза, Синзикса и других ребят я замечал такую штуку, что они специально не добивают своих оппонентов. Они ждут, пока за добитыми придут тиммейты, и только после этого добивают поверженного врага. Они прекрасно слышат шаги врагов, тем самым понимая, что в данной ситуации можно спокойно добить своего лежащего оппонента. И только после этого, уже гарантированно получив плюс 1 килл, начать расправу с другими. Ну гениально, согласитесь? Это была первая, самая очевидная и распространенная ошибка, по которой мы подробно прошлись. Приступаем ко второй ошибке. Долгое положение в прицеле. Большинство игроков просто обожают долгое время стоять и смотреть в прицеле со снайперки какого-то типа, ожидая, пока он выпрыгнет. И эти пикания могут продолжаться аж до минуты, блять. Друзья, поверьте, опытный игрок пикнет вас с такой скоростью, что вы даже нажать на кнопку не успеете. А еще, учитывая оптимизацию PUBG Mobile, возможно, это произойдет в мгновение. Поэтому так стоять очень опасно. Я уже не говорю о том, что вас может сзади или с любой другой стороны кто-то пим в голову со снайперки пулю пустить. И все. Так что будьте осторожны и учитесь быстро пикать. Настройте себе 5 пальцев и играйте. Не стоит в таком положении проводить всю свою жизнь. Третья ошибка. Триггер на киллы. Согласитесь, уж очень манит, когда рядом стреляется бот. Ну прям так и хочется его схавать и забрать себе килл. Но будьте очень осторожны, ребята. Некоторые игроки любят таким образом побайтить. А недавно в обновлении ботов вообще усовершенствовали, и теперь фиг поймешь, бот это или игрок. И вы меня, наверное, спросите: Денджел, ну а что ж ты тогда предлагаешь? Не убивать ботов, что ли? Нет, я не это имею в виду, друзья. Ботов стоит убивать, но не нужно бегать за ними, как угорелый. У меня есть друг, который раньше очень часто просил у меня оставить ему ботов. Да, у него повысится КД и все такое, но станет ли он лучше от этого играть? Да вообще нет. Зачем вам этот ложный показатель КД, когда ты убиваешь почти всех ботов, которых тебе оставляет команда? Делайте выводы, друзья. Не всегда КД показатель все-таки. Вот у меня, например, сейчас ранг ас, КД 10. Профессионал ли я? Да вообще нет. Просто так получилось. Я знаю, что очень многие ребята опровергают эту теорию и говорят, что ой, КД это самое важное в игре. Но я только что доказал, что это не самое важное. У меня 10 КД. Камон. Причем я играю практически всегда соло. И играю очень редко. Я ни минуты не тренируюсь. Да и в принципе я нехорошо играю. Я не знаю, друзья, судите как хотите. Для меня КД не показатель. КД показатель, когда у тебя 1, 2 или 3... Вот тогда он показатель. Я думаю, вы сами понимаете, что если взять игрока с 10 КД и 2 КД, ну тут явно видна разница. А когда у тебя 6 или там 10, ну блять, PUBG Mobile это игра. И иногда бывают моменты, которые от тебя вообще не зависят, особенно если ты играешь соло. У Балты, например, в починке, чтобы всех разносить, а тебя в одном доме ждет Виктор, который лежит за канистрой. Или что еще хуже, ты заехал на гору, тебя там ждет все тот же Виктор, который лежит уже не за канистрой, а в кустах.
он тебя убивает, а у тебя 0 киллов, соответственно минус КД, минус очки. Разве ты после этого плохой игрок? Поэтому не вижу никакой разницы. Ну ладно, мы приступаем к 4-му пункту. Неправильное позиционирование в командной игре. Объясню. Не хочу себя, конечно, хвалить, но как факт, очень многие ребята, очень многие склады, которые вообще не понимают, как играть в команде. И от этого я их спокойно разносил один за другим. Играю ли я хорошо? Не факт. Играют ли они хорошо? Нет. Один очень великий пабгер когда-то сказал: как бы хорошо ты ни играл, 4 человека тебя все равно задавят. Левкин, привет. Так вот, он был абсолютно прав. Но он забыл кое-что добавить. А именно, если данная команда является сыгранной между собой, у вас никаких шансов не будет. Простите, сольники. Как бы хорошо вы не играли. Ну, убьете вы одного, второго, третий, четвертый вас уже зажмут. Какова мораль? Не пушьте в одиночку, когда у вас есть сквад. А вот это, кстати говоря, предыдущий пункт. Когда в команде все 4 человека бегут за этим несчастным киллом и один за другим погибают. Вот она карма, пожалуйста. И тут даже объяснять ничего не надо. Я уверен, вы не раз с таким сталкивались, как с одной стороны, так и с другой. Все равно не поняли? Блять, ну тогда представим более наглядный пример. Вы находитесь в поле. Абсолютно один, без каких-либо укрытий, идеально чистое поле. Вокруг вас 4 человека. Разве вы выживете? Какими бы нубами они не были, вы просто не успеете убить всех. Случайно, даже случайно они по вам уж точно попадут. Это невозможно. Поэтому, друзья, играя в команде, пожалуйста, думайте, как позиционировать себя. И перестаньте бездумно пушить, ориентируясь только на ваш скилл стрельбы. Это вам далеко не всегда поможет. Бля, наверное, зря я это говорю, я ж в соло играю. Сейчас все насмотрятся. И пиздец мне. Ну ладно, друзья, все для вас в любом случае. И да, на ТГ, кстати, подпишитесь, ссылочка в описании, там прикольно. Скоро розыгрыши будут, кастомки, прятки, хуятки, все будет. Добро пожаловать. Ну а мы переходим к 5-му пункту. 5-й, да, вроде? Да, уже 5-й. Лутовой перфекционизм. Это, кстати говоря, и отличает новичков от профиков. Точнее, среднячков от профиков. Хватит лутаться, блять. Взял узишку и пошел. У меня мой тиммейт постоянно говорил раньше: блин, у меня узишка. Я ничего не могу, у меня ничего нету. Ты дурак, у тебя, блядь, смертельно скорострельное оружие в руках. В смысле у тебя ничего нету? Хватит постоянно пытаться найти М-ку и Юмпик, или там М-ку и снайперку. Я не знаю, кто что использует. ДБС сейчас в последнее время стал очень актуальным. Надо учиться играть со всего. Возьмите СЛР-ку какую-нибудь и пытайтесь с нее тоже стрелять. Надо на всем оружии уметь играть. Мало ли что. В игре, как и в жизни, столько чрезвычайных ситуаций. Никогда не знаете, что произойдет. Упадете вы на пистолет, а у чела будет калаш. И вот что вы будете делать? Вы никогда не играли с пистолетом. Учитесь играть со всего оружия, пожалуйста. Если вас не устраивает такое оружие, как УЗИ, ну я не знаю. Ребят, все плохо. Что вам тогда дать? Пулемет, гранатомет, нахуй, ракетомет, что вы хотите? Буткемп, например, не будет времени лутаться. Упал и сражаешься с тем, что выпало. Да, вот такие правила. В общем, я думаю, я эту информацию до вас тоже донес. Но это что касается вот таких вот самых главных ошибок. Вот такой вот получился видос. Я не знаю, надеюсь, ничего не забыл. Хотя говорить про такое можно практически вечно. Это как философия. Поэтому, если вам понравился такой разговорный ролик, поставьте ему лайк, чтобы я видел, что вам нравятся подобного типа ролики. Ну а у меня все. С вами был Дэнджел. Спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока.